потом, когда вот ребенок растет, я вот замечала просто в школе работала. Я замечала, что когда вот у ребенка начинает развиваться ум, ну, все равно же он тоже как бы такой. И через ум у него эго начинает вот расти тоже. У них очень много желаний. Ну, как бы, у них желание. И я раньше думала, боже... Дети обычно хотят, да, что им не нужно совсем. Да. То есть дело принципа. Желает. И у него, и вот замечаешь, что этот ребенок, у него просто ум в это время очень сильно развивается. Они рождаются, видимо, совсем с маленьким умом, что ли, я точно не поняла. Но вот у меня, например, один внук очень много хочет. И они так... Это характерно для детей. Да. А некоторые ничего не хочет. Ну, просто хочет рисовать. Ну, как бы, не нарисовать и выставить. То есть мы сами в них эго, наверное, растим. Или это они просто сами, да, они... А в какой-то момент, раз вот эти все желания как бы такие утихомириваются, видно, что умный человек, ну, он просто живет. Ну, видимо, для ребенка просто характерно, когда у него эго взращивается. А без эго тоже, видимо, как-то нельзя, что ли, это же, видимо, нужно. Кому-то это надо. А вы знаете, меня еще заметила за эту неделю, когда вот... Не, подождите, про эго. Эго, на самом деле, это ложная надстройка в сознании. Она не является ни необходимой для выживания. Нет. Потому что эго, оно дает ложную направленность, ложное направление ума на те объекты, которые в действительности не несут счастья, ну, как бы вводят в заблуждение, позволяют более глубоко отождествляться с телом и с личностью. То есть кто-то так придумал, что это должно быть игрой. Но в действительности для игры нет необходимости в эго. Вы можете точно так же продолжать осознавать эту жизнь и без набора этих концепций, которые вас делают несчастными. Более того, жизнь тогда станет намного более наполненной и радостной. Вы не просто не перестанете что-либо делать и там, я не знаю, где-то в апатии уснете. Вы наоборот, у вас появится очень много силы. Вы поймете, какая деятельность несет вам внутреннее удовлетворение, и будете этим заниматься и получать радость. Когда не надо в детях это эго взращивать. А вы на это не влияете, оно само. Ну, если ты когда спрашиваешь, ну и что ты хочешь на Новый год? Вы не можете, даже если вы не будете спрашивать, не знаю, будет общество вокруг спрашивать, что ты хочешь, какую игру компьютерную, какую музыку послушать и так далее. Здесь от вас это не зависит никак. Но нужно понимать, что эго не является частью вот вашей вот личной психической структуры, без которой вы превратитесь, там, я не знаю, в недееспособного человека. Нет. Просто очень часто путают понятия. Эго — это просто набор концепций, которые мешают чистому восприятию жизни, открытому. Ну, эго же тоже ощущаешь. Если бы оно не нужно было творить, бы, наверное, не создал его. Я не рассуждаю о том, что нужно или не нужно. Я говорю, что в отсутствии эго возможно полноценное осознание жизни. Вопрос был в том, обязательно ли эго для проживания этой жизни. И как раз объясняется, что это совершенно не обязательно. Но ни в коем случае не говорится о том, что что-то правильно, а что-то неправильно. Конечно. Но все не просто так. Игра так устроена, ну это в принципе уже игра. Но что так устроено, что мы должны взрастить это эго с детского времени, а потом осознанно отказаться от него, осознанно его ощутить и вот
понять, насколько оно затмевает себе истину. Да, такая игра. Какая игра.